Приветствую, друзья! Не так давно мы с вами достаточно подробно рассмотрели беспроводные внутриканальные наушники Tronsmart Apollo Air. Модель получилась настолько успешной, что производитель решил выпустить еще и продвинутую ее плюс-версию. Повторять одно и то же смысла особого не вижу, так что мы по большей части остановимся на различиях и сходствах этих двух моделей. Собственно, поехали! Коробка у плюс-версии прям намного больше, чем у обычных Apollo Air. По надписям нам выделяют поддержку aptX Adaptive кодека и функции автопаузы при извлечении наушника из уха. Остальное вроде бы все как и было. Bluetooth версии 5.2 на чипе QCC 3046, 3 микрофона для шумоподавления в каждом ухе и до 20 часов воспроизведения музыки с учетом заряда кейса. Непрерывно наушники способны отработать около 5 часов. Комплект тоже изменился. В плюсе, кроме инструкции и короткого такого зарядного Type-C кабеля, я нашел, друзья, целых 5 пар насадок. Раньше было всего 3 пары. И неплохой такой мешочек из водоотталкивающей ткани. Кейс, как видим, внешне не претерпел вообще никаких изменений. Тот же единственный светодиод спереди, кнопка переподключения и Type-C порт сзади, и еще один светодиод, находящийся внутри. Однако это обманчивое мнение, поскольку в новой версии нам встроили еще и беспроводную зарядку. Странно, что сей факт вообще нигде никак не обозначили. Петля, как по мне, так и осталась на 4 с минусом. Сами чашечки сделаны в виде такого бочонка с ножкой и овального звуковода с выступом для удержания амбушюр и защитной матерчатой сеточкой. Прямо под звуководом можно найти первое компенсационное отверстие для установленного внутри 10-мм динамического драйвера. Еще 2 отверстия отвечают здесь за шумоподавление и режим, конечно же, звуковой прозрачности. Ну и на краю ножки находится стандартный разговорный микрофон, с качеством которого вы, естественно, можете ознакомиться самостоятельно. Я вставлю отрывок из записи, собственно, слушаем. Тестируем качество записи беспроводных ТВС-наушников Tronsmart Apollo Air Plus. Вот, собственно, так они и записывают, и именно так вас будет слышать ваш собеседник при звонке. Сзади находим сенсорный слой под логотипом компании. Управление здесь можно полностью переназначить под себя из эфирного приложения Tronsmart. По умолчанию одно касание меняет громкость, 2 ставит музыку на паузу, 3 переключает обычный режим звуковой прозрачности и шумоподавления, и зажатие перематывает треки непосредственно вперед и назад. Из особенностей на передней части можно найти небольшой такой черный кружок. Это датчик приближения. И именно благодаря ему наушники определяют, когда они непосредственно устанавливаются, а когда извлекаются из уха. И как следствие ставят музыку на паузу или, конечно же, снимают с нее. На мой взгляд, очень удобная функция, но ее легко обмануть, просто прикрыв этот датчик пальцем. Каких-либо других изменений, друзья, я здесь не заметил. Внутри установили все тот же чип Qualcomm QCC 3046, только на этот раз разблокировали нам еще и aptX Adaptive кодек. Относительно его достоинств вопрос немножечко спорный. Если качество сигнала отличное, то из него действительно можно выжать намного больше, чем из стандартного aptX. Если же с сигналом есть проблемы, то aptX Adaptive будет резать качество в угоду стабильности этого сигнала. К слову, связь даже на Apollo Air была достаточно стабильная, так что в данном случае, думаю, мы все-таки имеем улучшение сигнала. Если, конечно же, ваш смартфон этот кодек поддерживает. Мой Samsung Galaxy S8, что на Apollo Air, что на Apollo Air Plus, везде подключается через обычный aptX, так что вот лично для меня разницы в качестве музыки здесь нет. Водозащита, низкие задержки, время автономной работы и максимальный уровень громкости – все осталось практически без изменений. В приложении тоже для плюса и обычной версии предусмотрен один и тот же пресет с обновлением прошивки, эквалайзером, переназначением управления и вызовом на экран инструкции по эксплуатации. Единственное, о чем я забыл упомянуть в базовой версии, и этот нюанс также прослеживается в плюс – если громко что-то сказать или даже крикнуть, то микрофоны на это отреагируют и будет небольшой такой паразитный призвук на мембране. Хотя нечего затыкать уши и потом орать, поэтому не могу отнести данную особенность в недостатки. Посадка у наушников, на мой взгляд, отличная. Пассивная звукоизоляция благодаря амбушюрам в норме. К качеству активной шумоизоляции и режима звуковой прозрачности у меня тоже никаких вопросов нет. Не идеал, конечно, но вполне нормально. Вот так это и выглядит.
По АЧХ график один в один с тем, что у меня получалось непосредственно на Transmart Apollo Air. Однако повторно график на базовой версии заметно так изменился, а вместе с ним и звучание. Долго я не мог понять, из-за чего это все, пока не догадался. Эквалайзер из фирменного приложения тут на самом деле хардварный, наушники запоминают его настройку вот где-то внутри себя. Так и оказалось, переключив на стандартный пресет, все вернулось в исходное состояние. Расхождение между каналами и фаза здесь в норме, искажения в пиках достигают 0,7%, а затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 50 и 90 миллисекунд. Звучание же тут очень глубокое, басовитое, с неплохо проработанными средними частотами и грамотно отведенными на второй план верхами. Так что нигде ничего не режет, не пилит и не свистит. Комфортная такая чуть притемненная атмосфера с хорошо выраженным басом и приятной слуху музыкальностью. Первые Apollo Air, кстати, отличаются. Они жестче, ярче, более собранные по низким частотам, с лучшей проработкой и разделением планов, ну и как следствие меньшим басом и его глубиной. Мне на самом деле нравятся вот оба этих варианта. Halo и Redmi, очевидно, совсем не конкуренты линейки Apollo. Air лучше сравнивать с моделями подороже. В подаче чувствуется тот самый легкий окрас, присущий динамическим излучателям, и легкая такая аналоговая теплота. По стилистике гонял их на всем. От этники, акустического джаза до дэдкора, экспериментальной электроники звучит все ну просто отменно. Весело, мелодично и очень басовито. Вокалу хватает естественности и проработки, средний бас с его ритм-гитарами массивный и плотный, а различные высокочастотные отзвуки аккуратно так уводят на второй план, так что сцена получается достаточно широкой, с неплохой такой проработкой в глубину. Без рекордов, конечно, но это и не арматура, тут больше жир, драйв и рок-н-ролл. Итогом в модели Apollo Air Plus компания Transmart по сути прокачала обычную версию. Появилась беспроводная зарядка, датчик, реагирующий на извлечение наушников из уха, современный кодек aptX Adaptive и куда более расширенный комплект. Зачем-то немного перетюнили базовую версию, что естественно сказалось на звучании. Думаю, дабы не плодить на пустом месте конкурентов. Раньше все было ярче, резче, прозрачнее, но не так богато по низким частотам. Сейчас звучание куда сочнее, музыкальнее, басовитее, с просто превосходной вибрацией на саб-части. Причем ни один из этих вариантов, на мой взгляд, не хуже и не лучше, просто вот чуть другой тюнинг. Слушать это очень приятно. Слух обе модели не утомляют, да и вообще отличные ушки, как ни посмотри. С шумодавом, режимом прозрачности, водозащитой, 5 часами работы на одном заряде. Вывод такой: если нужны улучшения и больше уклон в бас, то смело бери плюс-версию. Если же хочется столь же круто да подешевле, обычные Apollo Air тоже будут вот в самый раз. Лично я бы, скорее всего, не переплачивал. Однако кому-то без беспроводной зарядки или автопаузы неудобно, ну и aptX Adaptive попробовать интересно. Тут уже ориентируйтесь по собственным вкусам. Ну а на сегодня у меня все. Это были Apollo Air Plus. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.